Привет, меня зовут Михаил, и я очень люблю новогоднюю еду. Сегодня еще одна передача с Виктором. Ну, давай начнем с мандаринов. Действительно, без них никакой Новый год не Это не Новый год. получается. Мандарины обязательно, Обязательно. вот сюда, не гать на стол. Сейчас попробуем мандарины. Абхазские. Хорошо, мандарины. Оливье. Ну, конечно же, французская кулинария, поэтому соус на основе майонеза. Но мы не лохи, поэтому будем делать свой майонез. А мы что-нибудь пить-то сегодня будем или будем скучать? Мы будем есть мандарины и пить розовое вино, шипучее розовое вино, которое называется петнат. Открываю. Ух ты! Да. Себе. Все серьезно. Я заинтригован. И, по-моему, не фильтрованное. По-моему, тоже. Напьемся сейчас. Ну-ка, давай-ка попробуем. Потому что без вина оливье не получится. Внимание, конкурс. Чем, кроме вкусной и обильной еды, радует Новый год? Конечно же, подарком. И я тоже решил сделать небольшой подарок. Замечательный покружной блендер, который поможет сделать не только салат оливье, майонез и что-то еще, но и много-много-много разных других блюд. Что нужно сделать, чтобы получить этот великолепный девайс? Первое – подписаться на мой канал. Второе – поставить лайк этому видео и сделать репост в вашей социальной сети, Одноклассники, Facebook, ВКонтакте с хэштегом «Я люблю еду 2021». Третье – в комментариях к этому видео написать название вашего любимого новогоднего блюда. Итоги я подведу в январе 2021 года, выберу победителя рандомным способом, но буду четко отслеживать соблюдение всех трех условий. Поэтому не жульничайте. Дед Мороз плохим мальчикам и девочкам не ходит. Начнем мы с майонеза. Что нам нужно? Нам нужны пастеризованные яйца. Мы берем только желтки. Добавляю ложку ядреной горчицы и немного столового уксуса. Солю. Теперь взбиваю погружным блендером. А Виктор постепенно добавляет нейтральное по вкусу масло. Постепенно у меня начинает образовываться эмульсия. Давай, еще. Теперь уже можно смелее, теперь не страшно. Слушай, смотри, он прям густеет на глазах. Да, майонез мощный. Пробуй. Пока Витя держит емкость, добавляю немного лимонного сока. Он уберет жирность. Теперь я довзбиваю. Это очень вкусно. Хочется облизать просто. Оливье это очень просто и очень сложно. У нас есть компонент горошек. Так вот, любой компонент салата оливье должен быть не крупнее, чем горошина. Когда вы едите русский салат в западных ресторанах или где-то еще, где вот такие вот куски картофана, это не оливье, не русский салат, это кусок говна. Не ешьте говно, пожалуйста, ешьте нормальные вещи. И оливье весело, конечно, делать вдвоем, потому что можно поговорить. Да? Что мы будем делать? Картошка. Нам нужно ее немного. Я ее сварил в мундире. Очистим мундир, порубим мелкими кубиками, меньше, чем горох. Яйца, вареные вкрутую, 10 минут. Нам нужно где-то 3 яйца, 4 яйца. Мы их почистим, порежем мелкими кубиками. Есть дискуссия в России, маринованные либо соленые. Мое мнение, что маринованные огурцы для оливье подходят лучше, чем соленые. Хотя есть вариант, попробуйте с солеными огурцами, бочковыми, без уксуса. Обязательно свежий огурец, потому что свежий огурец мы зимой чего ждем? Нашей затяжной. Свежести. Да нет, весны мы ждем, Витя. Весны. Понятно, весны. Ну, будем считать, что это вестник весны у нас. Вестник весны. Яблоко. Это Антоновка, это такой московский сорт. Мы его тоже почистим, сбрызнем лимоном, чтобы оно не потемнело, и порежем мелкими кубиками. Заменить можно на Golden Delicious. Вот что у нас получается. Горошина – самая крупная часть всего, да. И тогда у нас оливье будет просто волшебный. То есть смысл всего русского, что ты не знаешь, что имеешь на тарелке. Яйца, яблоко, свежие огурцы, маринованные огурцы, картошка и мы добавляем Наконец-то, да. А дальше самое интересное.
Потому что история умалчивает, какой оливье правильный. Мы знаем только одно, что в совке оливье был дерьмом, потому что его делали с вареной колбасой мерзкой. Но мы этого делать сегодня не будем. По традиции оливье делается с мясом и рыбой или морепродуктами. В качестве морепродуктов Раки. у нас раки, да. И, конечно же, осетрина. И, конечно же, красная икра. В чем фишка? Раки, вареные в пиве. Я никогда не варю раки в воде, потому что это они становятся склизкими. Я варил раки в пивной пене. Да, мы их почистим и шейки будем использовать. Всегда оливье в России, в Москве делается с раками. Виктор почистил раки и мелко, и методично их шинкует. Так, ну и лучшая рыба в мире. Это Конечно. колбаса. Да, поэтому колбасы класть не будем, да. Это бы такая поговорка была. А, конечно, осетрина горячего копчения – это абсолютно Король. изысканный деликатес. И также режем мелкими кубиками. И знаешь, что я думаю? Мы все-таки поступим, как делали в старые времена. И к рыбному оливье мы добавим немножко куриной грудки. Угу. У меня есть куриная грудка, которую я тоже делал су-вид. Она абсолютно нейтральная по вкусу. Да. Она не отобьет вкус рыбы и тем более раков. Но при этом она даст немножко больше белка, потому что я не хочу, чтобы у нас было ощущение, что рыбное оливье у нас получилось такое жлобское. Угу. Это действительно настоящая медитация. Ну да, ты сидишь такое вот, Сидишь, да. расслабляешься немножко. Рыба великолепная. Второй мы сделаем мясной. Что у нас мясное? Косуля, индейка в печи и телятина, которую я сделал в су-виде, 62 градуса, 1,5 часа, она очень нежная, ароматная. Мясо можно заменить на другое мясо, можно язык использовать, можно буженину, можно другую свинину. Главное, чтобы это была не вареная колбаса. Нет, но еще главное, что все продукты должны быть приготовлены разными способами. В чем фишка? Это копченое, это в печи, это, считаем, вареное в су-виде, да? Угу. Короче, пока готовили, бутылка кончилась. Такое классное вино оказалось. Прям биодинамика, как она есть. И ощущение абсолютно Нового года. Так, у нас все готово. Мясо, рыба, основа. Теперь что я делаю? Я беру и весь майонез. Настало время майонеза. Настало время провансаля. Мы перемешиваем основу с майонезом. Изумительно. Основа готова. Теперь самое интересное. Я беру половину основы и выкладываю в большую миску. И добавляю сюда все мясо. Продолжаем мешать. И вот это на 99% готовый классный мясной оливье. Здесь соли не надо много, потому что копченое мясо есть огурцы соленые и так далее, да? Не надо пересолить. Немножко перец, конечно, да. Перец обязательно. Перец обязательно. Так, пробуем еще раз. У меня есть только нецензурные взрослые слова. Очень-очень вкусно. И вот это то, что мы называем настоящий русский салат. Настоящий русский мясной. салат. По бокалу шампанского. По бокалу шампанского. Мы заслужили. И теперь вторая часть. Остатки основы. Рыба, курица и раковые шейки. Я пока открою банку. Самое главное. Икра из кандапоги. Посмотри, какая красота. И теперь очень аккуратно, потому что икра очень нежная, нам надо аккуратно вмешать немножко икры. Ну, чуть-чуть.
А остальное мы потом положим сверху. Вот это вкус праздника. Главное не раздавить икру, поэтому мешаем очень аккуратно. Медитативно. Да. Немножко надо добавить, да? Чуть-чуть совсем, Чуть-чуть но совсем. это гной. Да, но это да. Это прям гной. Это Россия, которую мы любим. А выглядит изумительно, так, очень красиво. Очень деликатная вещь. Очень деликатная вещь. Да. Перекладываю. Вот так. И нам осталось немножко, чтобы не было стыдно. То, что называется фуд-дизайн. Это не фуд-дизайн, это просто Просто красота. потому, что мы можем. Оливье – настоящий, честный русский салат, новогодний. Витя, с наступающим Новым годом или с прошедшим, у кого уже наступил. У меня сейчас прям очень новогоднее настроение, рождественское. Это такая русская тема. Оливье. Так, давай, Витя, я за тобой поухаживаю. И вот этого немножко. И сравнишь, скажешь, Да. какие у тебя ощущения. Мне, слюни потекли опять. Я, знаешь, я оливье ем раз в год. Ну да, естественно. Зимой. Да. Его сложно готовить, дорогие продукты, дорогой салат, но при этом он доставляет столько радости. Нет, Это вкус детства. Да не в детстве такого не было оливье. Ну, все равно. как Не бы, было такого не было оливье в детстве. такого, да. Поэтому давай попробуем. Скажи, что думаешь. Ты не понимаешь, что ты жуешь. А все вместе дает какую-то такую вот целостную очень картину, да? Но для меня, если честно, мясной честнее. Рыбный он такой гламурнее и так далее. Но для меня вот это мясной, вот этот разные вкусы мяса, которые смешиваются. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, готовьте на Новый год правильную еду. Не нужно это делать каждый день, но это прям праздничное блюдо настоящее. Сделайте либо такой, либо оба. Ваши гости, друзья будут поражены. Только не ешьте дрянь, готовьте правильно. Можно сделать чуть поменьше, но из хороших продуктов, которые местные, которые хорошие. Берите, делайте майонез, его видели сделать 30 секунд. 30 секунд. При При наличии машинки. этой технике, да.